Друзья, вот это вот первый ТВ-бокс на Amlogic S905Y4. И это Tanix TX5, который стоит ни много ни мало в районе $30. Вот так вот. 4 на 32 с нормальными Wi-Fi модулями, но не с нормальной прошивкой. Сегодня мы делаем обзор. Я отказался изначально делать обзор на первоначальные его прошивки, потому что под него сейчас существует прошивка Slimbox TV. И это продолжатель рода Tanix W2, это уже более апгрейдженная версия с более лучшими модулями Wi-Fi и с более интересным процессором. Поэтому сейчас мы с вами пойдем его и будем тестировать, посмотрим, сколько он стоит. Ну, распаковывать, не знаю, есть смысл или нет, давай покажи. Здесь есть два USB, есть TF-карты, у нас есть SPDIF, аудио-видео выход, LAN RJ45 на 100 мегабит, HDMI и все, и разъем питания 5 вольт, 1 ампер. Вот такой вот пульт. Кстати, Bluetooth с голосовым поиском, мышь здесь не аэромышь, а просто курсорчик, и все, и больше ничего нет. Само собой, Netflix, это не Netflix сертифицирован, вообще ничем не сертифицирован, но TV-бокс заинтриговал своей ценой и возможностями Tanix W2 именно на базе Slimbox прошивки. Поэтому подписываемся, нажимаем колокольчик, ссылки в описании под видео, на канале Технозон. Tanix TX5 на Amlogic S905Y5, поехали! Итак, начнем. Смотрите, $30, 58 центов на aliexpress.com. У нас есть даже промокод, если вы именно на .com закупаетесь, который делает его дешевле. Есть версия 2 на 16 за $28. И давайте так, заявляются они про Amlogic S905Y5, 4 на 32 версия с AV1 кодеком. И тут они нам пишут прям интересно, так много рекламной фигни. И сразу говорю, HDR10 плюс нет, по крайней мере у меня не получилось его завести, есть простой HDR10. Поддерживает декодирование 4К 60, вообще неправда. Дело в том, что сам по себе Amlogic S905Y5 должен поддерживать 4К 120 FPS декодирование, но не вывод, поэтому абсолютно бесполезная фича. Давайте дальше посмотрим Android 14. Они тут столько всего там написали. Tanix и все. И все. Ну ладно, это все хорошо, но я уже сказал. Тестировали мы его конкретно на Tanix прошивке Slimbox. Потому что на стандартной абсолютно невозможно было им, скажем так, оперировать. Об этом будем говорить уже по ходу. Поехали. После прошивки мы, конечно же, получили вот такой вот интерфейсик, хотя раньше он был вообще куцый, и было абсолютно грустно, потому что там не было даже вот этих вот каналов рекомендаций. А здесь у нас традиционный Android TV, в принципе, со всеми плюшками Slimbox, где можно менять фон, ускорение есть, ну и различные настройки, да, Slimbox TV, который, в принципе, не является сегодня моментом обзора сам по себе Slimbox, а является моментом обзора сам по себе TV-бокс. Из основных плюшек, которые здесь есть Samba сервер, который можно включать, есть там голосовой поиск, автозапуск приложений, у нас есть оптимизация, допустим, интернета с помощью блокировки рекламы через Cloudflare, через Host, использовать DNS от Google, все красиво. Еще интерфейс можно менять тут вообще как хотите. Это очень классная тема. Сам по себе проект Slimbox. Теперь у нас есть некоторые нюансы работы данного ТВ-бокса. Когда я его подключил к 4К телевизору, я смог поставить разрешение до 4К 60 FPS. И если вы изначально не поставите 4К 60 FPS, а будет у вас чего-то там 1080p, и вы включите, допустим, динамический диапазон HDR, вот именно вот эта галочка, то у вас будет доступно всего лишь 4К 30 FPS. Но если изначально ставить 4К 60, потом включать Match Content, то тогда у вас будет 4К 60. То есть здесь путаница в самой логике работы вывода изображений. Но это работает. Рассчитывать на то, что будет работать AI PQ и AI SAR не стоит в данном ТВ-боксе, хотя процессор их поддерживает. В первоначальной прошивке не реализовали поддержку. То есть нет изначальных библиотек для поддержки апскейлинга и поддержки AI PQ. Это когда Picture Quality, когда улучшает качество картинки с помощью различных фишек настройки, автоматической настройки кадр за кадром, контраста, яркости и всего остального. Но здесь просто это не работает. Плюс у нас здесь есть автофреймрейт. Автофреймрейт есть, он полностью рабочий. То есть, если мы с вами сейчас пойдем, допустим, в Vimeo Media Player,
то будет там у нас конкретно все частоты, и действительно он клацает, 24 кадра, все хорошо. То есть тут вопросов нет. И адаптивный HDR тоже нас радует. Ну и по сути здесь больше нам ловить нечего. Есть в принципе устройство вывода звука, можно там выбрать, смотрите, можно там HDMI out, либо спикер, либо SPD. Короче, такое, знаете, настройки достаточно интересные в том плане, что они практически, наверное, ни на что не влияют, потому что я даже в стоке получил все то, что хотел. Итак, для того, чтобы тестировать дальше, мы включили вам монитор CPU, слева зелененький кружочек, для того, чтобы вы могли наблюдать за температурой. Начнем немножко с мультимедийных возможностей. По мультимедийке тут очень интересная ситуация. Дело в том, что на стоковой прошивке мой YouTube дропил 4К 60 FPS, хотя ну не должен он на этом процессоре дропить 60 FPS в 4К. И если мы, допустим, включаем Magic Forest, мы видим, что у нас отрабатывает HLG, все нормально, все хорошо. Давайте я остановлюсь сейчас, включу вам диагностическое окно. Он вообще изначально включается в качестве 1440p. Давайте включим 4К. Вот, пожалуйста, на текущий момент работает, но потом начинает дропить. А на 4К телеке, когда я включаю его, то есть там более-менее все работает, сразу включается либо Full HD, либо в 2К, и потом потихонечку переходит на более верхнее разрешение. То есть у нас здесь, видите, как Current и Optimal, вот сейчас на 2К перескочила. То есть по факту какие-то дропы в YouTube 4К 60 FPS есть. 2К 60 FPS в HLG, в HDR играет вообще идеально. Но вы видите, что и 4К у нас вот в принципе проигрывается на вставке на моем телевизоре. AV1 кодек тоже у меня вопросов как бы не вызвал, но с такими вот пометками, что 2К 60 FPS как бы работает нормально, 4К 60 FPS уходит в какие-то непонятные для меня дропы. И я думаю, что это проблема чисто вот программная, которая связана с буфером именно сетевым, даже не самим декодированием. Потому что в самой диагностике мы видим конкретно, что вот он декодирует, ну и мы видим, вот видите, тут буфер health. Если я сейчас включу мышку, вам покажу. Видите, буфер health у нас был 2 секунды, потом провал по буферу. Здесь не в самом процессоре вообще вопрос, тут вопрос конкретно в сетевых интерфейсах этого дела. Вот сейчас 17 секунд буфер на 1080p. Вроде бы скорость нормальная, но как только он его переведет на 4К, у нас буфер падает. То есть здесь где-то в аппаратной составляющей какая-то ошибка, но в принципе есть как есть. Я вам обязан это в принципе показать. При том, что скорость самой сети, давайте мы сейчас замеряем, она достаточно неплоха. То есть, конечно, они там заявляют Wi-Fi 6, возможно, она Wi-Fi 6 и работает, эта приставка, но с ограничениями по скорости. Это, кстати, интернет-спид-тест, который рассчитан конкретно для ТВ-боксов, для стриминговых каких-то дел. Смотрите, 150, максимально, что у меня там было, там 250 я получал стабильных каких-то, но в прямой видимости роутера. Как только вы ее относите, у вас может вариант гулять от 150 до 230. То есть я тоже вас предупреждаю о такой работе сети. Но неплохо, за $30 ТВ-бокс с root, с магистком, в принципе, вот еще и поискать надо. 236 на 236, это его, по-моему, максимальные возможности. Давайте попробуем 2.4 диапазон. Вообще на прошивке он работает достаточно быстро и прям вот мне нравится. Нет вот этих вот моментов проглюкивания, как в родном интерфейсе, да, который был на прошивке на стандартной. Вообще я вам скажу, ссылку на сам по себе на саму прошивку на Slimbox я закинул в описании под видео. Там есть и AML Burning Tool, которым я конкретно смог прошить, потому что не все версии прошивали, и конкретно на саму прошивку. Давайте пробуем 2.4. 2.4 очень даже неплохо, 70, 80, 105 мегабит, 110 даже. А это очень хороший показатель. Кстати, а вот давайте на 2.4 сейчас попробуем 4К 60 FPS. Вот мне все-таки интересно. И сейчас еще LAN RJ45 включим. Там вот четко сетевая проблема, не проблема процессора. Это вот четко. Там буфер пропадает сетевой, поэтому есть как есть. Давайте 195. 110 на 96. Хороший результат. Идем в ютубчик. Все те же 4К 60 FPS. Сейчас посмотрим.
Вот сейчас включилось 4К 60, ну и по мелочи дрофит, видите, буфер падает 0,45, все. Все, вот какого хрена? 2К 60 FPS и буфер нормально, и все остальное нормально. При том, что скорость не дает на сам по себе YouTube. Тут именно не дает на сам по себе YouTube скорость сети. Пробуем LAN G45, это сетевой кабель. Он у нас должен быть 100 мегабитный. Ну и тут чистая сотка. 97 мегабит на загрузку. Сейчас на выгрузку увидим. Кстати, тоже хочу попробовать. Вы видели температуру? 65 градусов держится. Очень хорошая температура. Действительно, с охлаждением поработали. В принципе-то своем 100 на 100. 97 на 90 почти 8. Отлично. Сейчас хочу на сетевом кабеле попробовать. Опять же, вот такой вот тест интересный. Дикую реку. И все равно, видите, соткой он не дает ему на 4К больше 34 мегабит. Чего мало для воспроизведения 4К 60 FPS. Но сейчас, что самое интересное, играет. Очень странно, очень-очень-очень странно он себя ведет. Оп, пошел буфер набираться, 37 мегабит. И потому что он переключился на 2К. Вот, пожалуйста, видите. И пошло 54 мегабита. До этого должно хватить для 4К 60. Все, он переключился. Буфер набрался, оно пойдет. Это чисто сетевая проблема, не процессорная проблема. Я думаю, что надо поработать ребятам над прошивкой, будет вообще идеально. Вот сейчас 4К 60 FPS играет. Если говорить про аппаратную составляющую, то в самой системе мы видим, что у нас процессор ARM Cortex A55 по 1,7 ГГц. Да, это 1,7 ГГц. AMLogic S905Y5. Вот так вот имеет такую формулу у нас. За отображение отвечает Mali G31, все тот же. Ну, сеть мы уже с вами поняли, да, там мы с вами протестировали. Android у нас 14. И температуру сейчас проверим, есть ли у нас совпадение. Да, у нас совпадает, у нас есть задержка по input lag по зеленому, он отстает на 2 секунды, скажем так, и округляет в большую сторону. Но мы это все дело уже с вами понимаем и будем компенсировать. В большую сторону это хорошо. Очень хорошо, что есть у нас, видите, ускорение, то есть мы можем закрывать приложения, которые мы использовали. Кстати, закрыла наш CPU монитор, но мы его рестартанем заново. Вы можете увидеть у меня предустановленный Matrix. По Matrix, я вам скажу, большие файлы тягает, проблем не возникло, говорю сразу. И в принципе, да, вот если говорить про большие высокобитрейтные файлы, давайте уже сразу и звук с вами проверим. Он читает, кстати, exFAT и NTFS диски, вообще любые форматы, ну имеется в виду из общепринятых. И вот LG New York 4K. Ну, вы видите сейчас вставку на телевизоре. 4К с HDR10 абсолютно хорошо включается. Автофреймрейт при том, что у нас работает. В том числе SDR можем включить, попробовать. Тоже отлично 4К. И как с внешнего носителя, и с Matrix тоже без проблем. По звуку Dolby Digital мы с вами увидели сейчас на ресивере вставочку. Отлично работают. Теперь Dolby True HD у нас тоже есть, что самое интересное в пробросе. DTS простой у нас есть, DTS простой. И, конечно же, есть у нас DTS HD Master Audio. Я вот, в принципе, по звуку не ожидал. Хотя, в принципе, на прошивке Слима это нормальные вещи. Кстати, в проигрывании внешних файлов мы видим 73 градуса, что, в принципе, ожидаемо. Является в коде, тем более, является нормальная температура до 75. Он, в принципе, это все дело должен вытягивать. По мультимедиа еще можно говорить о воспроизведении IPTV, и это высокобитрейтная Full HD IPTV и OTT сервисы. Переключается все отлично. У меня как бы вообще по OTT сервисам, тут, например, наши все украинские сервисы работают беспроблемно. О чем можно говорить? Смотрите, все идеально. Температура проигрывания в IPTV 70 градусов. И по мультимедийке мы сейчас уже можем сделать выводы. 4К фильмы без проблем, OTT сервисы IPTV без проблем, YouTube 4К 60 FPS с некоторыми оговорками на дропы, 2К 60 FPS без проблем, HDR10 работает, HLG работает, HDR10 Plus мне так и не удалось завести. Хочу сделать здесь еще, ну давайте по кодекам посмотрим, кодек инфо. У нас, в принципе, из аппаратки есть только самые базовые. Звук есть простой
DTS из аппаратки и DTS HD. Dolby Digital у нас только в пробросе. AV01 это Android. Ага, вот. 265 кодек есть аппаратный. Ну и, конечно же, VP9 тоже есть у нас. VC1, VMV2, VMV3. VP9 тоже есть аппаратный. По кодекам как бы абсолютно стандартный наборчик. В конец уже хочу сделать, конечно же, тротлинг тест. Играть мы на нем не будем. Все, кто знает, что такое прошивка Slimbox, они прекрасно это давным-давно знают. Базовая температура стартового теста 63-65 градусов. Мы стартуем, для вас это буквально пару секунд, а мы посидим, подождем. Ну и вот, пожалуйста, мы видим с вами полностью зеленый график, что самое интересное. А теперь температура максимальная была 72. Понятное дело, что при использовании графической системы температура будет доходить 73-74 градуса, но не более 75, что очень даже хорошо. Теперь устанавливать игры мы сюда не будем, не для игр данный TV-бокс. Я могу уже делать какие-то выводы, то есть вы можете спокойно брать его, прошивать и использовать. В процессе использования на стоковой прошивке у меня возникло достаточно много проблем, на сторонней прошивке это достаточно неплохо получилось. Мы рекомендуем данный TV-бокс в покупке, только с учетом того, что я вам сказал. Ссылки на TV-бокс и на прошивку в описании под видео. С вами был Bubble на канале Технозон. Пока.